Я рада приветствовать вас на своем канале «Вязание крючком» с Ириной Булановой. Сегодня мы будем рассматривать два узора для кардигана с фантазийным узором. Первый узор у нас узор в полоску, состоящий из столбиков с накидом и перекрещенные столбики. Это изнанка этого узора, это лицо. И фантазийный узор. Вяжется быстро, легко. Такие узоры уже были на моем канале. Итак, начнем. Раппорт узора 14 петель. Мы наберем 24 воздушные петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Набрали. Теперь одна воздушная петля подъема. Возвращаемся во вторую петлю, вот в эту, и провязываем ряд столбиками без накида. Это у нас будет фундаментальный ряд. Каждую петлю. Так. Провязав ряд столбиками без накида, мы с вами связали первый ряд. 3 воздушные петли подъема – это начало второго ряда. Переворачиваем работу. Мы провязываем 8 столбиков с накидом в каждую петлю. 1. Заходим в петельку. Вот сюда. В столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали 8 столбиков с накидом в каждую петлю. Теперь одна воздушная. Пропускаем одну петлю. Она у нас не нужна. Пропускаем вторую петлю и делаем скрещивание столбиков. Заходим в третью петлю и вывязываем столбик с накидом. 1. Теперь возвращаемся назад во вторую петлю по ходу вязания и вывязываем еще один столбик с накидом. У нас получились перекрещенные столбики. Одна воздушная петля, пропускаем одну петлю внизу, заходим в следующую и вяжем до конца ряда столбиками с накидом в каждую петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последний столбик без накида предыдущего ряда мы вывязываем последний 9 столбик. Мы с вами связали второй ряд. 3 воздушные петли подъема, это начало третьего ряда. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем, заходим во второй и столбик в столбик провязываем столбики с накидом. 2. Здесь должно быть 8 столбиков, так как в начале у нас было 3 воздушные петли подъема, а он нам заменил столбик. 5, 6,
7, 8. Провязали. Теперь одна воздушная петля подъема, и мы вывязываем перекрещенный столбик. Мы в первую петлю не заходим, а заходим во вторую. Сначала вывязываем один столбик с накидом, возвращаемся назад и вывязываем еще один столбик с накидом. У нас получился еще один перекрещенный столбик. Одна воздушная петля. И далее мы вывязываем по ходу вязания столбики с накидом. Столбик-столбик предыдущего ряда до конца ряда. 4, 5, 6, 7, 8 и в петлю подъема 9. Мы с вами связали третий ряд. 4 воздушные петли подъема, переворачиваем работу, заходим во второй столбик и провязываем столбики с накидом до центральной части нашего образца. Столбик в столбик. 3, 4. Постоянно считаем. 5. Пока у нас не начнет вырисовываться рисунок, мы считаем. Провязали столбики с накидом. Одна воздушная. И вяжем перекрещенный столбик. Мы заходим во второй столбик, вывязываем столбик с накидом 1. Возвращаемся назад, вывязываем столбик с накидом. У нас получился перекрещенный столбик. Одна воздушная. И до конца ряда провязываем столбики с накидом по рисунку. Каждый столбик. В описании будет находиться ссылки под видео, как чередовать эти рисунки. Будет подробно написано в описании. Последний столбик мы вывязываем в петлю подъема. Мы с вами связали четвертый ряд. 3 воздушные петли подъема, это начало 5-го ряда. Переворачиваем работу и постоянно повторяем 3-й и 4-й ряд. Перекрещенные столбики. Это первый узор. Теперь мы будем вязать фантазийный узор. Раппорт фантазийного узора 4 петли плюс 2. Для примера мы наберем 3 раппорта плюс 2 петли. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Это у нас 3 раппорта и плюс 2 петли для симметрии, для образца. А так мы постоянно набираем узор петли кратные 4. Одна воздушная и провязываем ряд точно так же, как в узоре в полоску. Каждую петлю столбик без накида. Заходим в каждую петлю. И так до конца ряда. Провязала я ряд столбиками без накида. Это мы с вами связали первый ряд по схеме. 3 воздушные петли подъема. Это начало 2-го ряда. Переворачиваем работу. У нас есть 4 петли раппорта. Мы первый столбик пропускаем. Заходим во второй.
И вяжем 3 столбика с накидом в каждую петлю. 2, 3. Теперь мы возвращаемся назад в первый столбик и провязываем столбик с накидом. Делаем накид на крючок, заходим в первую петлю, захватываем нить. Вот так, чтобы у нас аккуратненько, свободно сделайте, чтобы у нас был красивый перехлёст, чтобы столбики не съеживались. И провязываем обычный столбик с накидом. 1. Вот у нас получился такой элемент. Лицо, изнанка. Далее мы заходим в следующие 4 петли. Первую петлю пропустили или столбик, заходим во второй, провязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю, делаем накид на крючок, возвращаемся в первую петлю, вытягиваем рабочую нить свободненько и провязываем столбик накидом. 1. Мы провязали второй элемент. Далее мы делаем то же самое. Мы пропускаем первый столбик, заходим во второй, вывязываем столбик с накидом. Третий столбик предыдущего ряда. И в четвертый. Возвращаемся назад и вывязываем столбик с накидом. 1. В конце ряда последнюю петлю мы провязываем 1 столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. 1 воздушная петля, переворачиваем работу. Заходим в столбик с накидом предыдущего ряда и вывязываем ряд, каждую петлю столбиками без накида. Это и есть раппорт нашего узора согласно схемы. Повторять надо будет второй и третий ряд постоянно. Чередование узоров будет написано в описании. Провязав ряд столбиками без накида, мы заходим в последнюю петлю подъема и провязываем столбик без накида. Мы с вами связали третий ряд. 3 воздушные петли подъема, это будет начало 4-го ряда. 4-й ряд у нас такой же, как и 2-й. Это у нас фантазийный узор, а это у нас узор в полоску. Это нижняя часть кардигана, этот узор и рукава вот этот, а этот узор у нас на уровне талии. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями. А всем пока-пока.